Cindy Mems. Всем привет! Сколько всякого можно придумать, чтобы делать одну и ту же аномальку? VLD, Хилдрейки, Еусмен вряд ли вас уже удивят, но не сегодня. Потому что вы увидите потенциал атакующих быка в действии, жалящие как пчела, порхающие как бабочка. А перед этим не забывайте про мой канал в игре, Дискорде и Телеграме, Cindy Memes. Там вы сможете всегда спросить за фиты, порассуждать о Еве и прочее. А в Телеграме я еще создал канал для фитов из видео. Постепенно его заполняю. А также, если нас смотрит Яно Лейре, Мария Рин, Dissection, LM Smoker, тоже заходите в Discord или Telegram. Будет приятно вспомнить времена, которые мы проводили вместе. А теперь начинаем крутить корабли в доке. Что за корабли? Атак БК, Тиг-3 БК или атакующие батлкейсеры — это корабли, которые могут иметь оружие линкоров, кроме ракет, и наносить сопоставимый ДПС, платя за это низкой жизнеспособностью. Такие корабли вы можете встретить, когда с 200 километров по вам стреляют из рельс, но это не Ферекс. Когда в фуру с добром обхаживают странные корабли с большими бластерами, но это не Мегатрон. Либо когда вы видите лазерное шоу от корабля в виде банана, или когда секунду назад ваш корабль вдруг исчез, а потом и исчез тот корабль, который это сделал. Это все про них. Нага, Талос, Оракл, Торнадо. Но для фарма они мало пригодны, по причине сказанной выше. Но при умелых руках все будет работать. Чтобы раскрыть их, понадобится опыт, пифа и место, где мы все это протестируем. Здесь я выбрал два корабля, которые мне как раз понравились — Oracle и Торнадо, танковка щитом и технология Еусмена. У некоторых могут возникнуть вопросы. Торнадо понятно, но шелдовый Oracle, а Капа, а как будете по фрегатам без уронов стрелять? И я тут же отвечу: Дрейк. Это реально очень крутой корабль, который по своей универсальности превосходит любой БК. Это такая фанера, в которую ты можешь зафитить что угодно, и оно даст крутой результат. Хочешь ПВП, хочешь хил, хочешь саппорт, все поставится и будет держаться намертво. Но вернемся к ДПС и сравним эти два корабля. Ораклы хороши тем, что имеют лучший оптимал, линзы мало занимают места, правда щит хуже и капозависимость высокая. А торнадо хороши своими пулеметами, которые не требуют капа. Щиты получше, но патронов нужен полный трюм, и ДПС несколько ниже за счет низкого оптимала. Что же выбрать для себя? Тут все просто. Если любите кайтить и смотреть стримы Биста, то выбор за Oracle. А если любите выстрел снайперской винтовки и стримы БД, то выбор за Торнадо. Ну а мне больше понравился Oracle, так как мне лень возить патроны, благодаря чему я улучшил сетка Дрейк для прохождения дрифтера. А теперь по фарму. Крабить можно все что угодно, что не превышает 1900 ДПС, и непись не летает дальше 65 километров. То есть в C5 это будет Гаррисон. Отличный выбор. Менее плотно будет проходиться карантин, а с осторожностью особняк. Фрегатов уничтожают с помощью 3 сеток и одного пейнтера, сетка Дрейка, и также он льет кап. А на дрифтере нужно будет оперативно переключать капалейки и запускать их по очереди, чтобы не жать часто выключившиеся лазеры или инвулы. А крабить можно везде, кроме Блэкхола и Вульфрейна. Поиска часу от 500 на флот, а сам флот стоит от 600 кк. На 3 Ораклах Гаррисон проходит за 25 минут, а с дрифтером получается около 45. Что же по фитам? ДПС, Oracle, 1000. Конфлаги для ДПС, скорчи для далеких целей. Мета-вариант, мультики для ДПС, а остальной спектр для дальности. Также там в трюме есть Т1 линзы, чтобы не хвататься за голову, когда у вас нормальные линзы закончатся, а нужно стрелять. Торнадо от 800 ДПС. Хейл для ДПС, баражи для дальних целей, а фракционный для дрифтера. Мета-вариант плазмы или ЕМП для ДПС, а карбоназит для дальних целей.
Саппорт. Капосетка Дрейк. Тот корабль, от которого зависит трекинг по фрегатам, Капа, и также можно на нем сканить, армор чинить и держать дрифтера. Носфа для поддержки работы Ингули, а Дизы включается на дрифтере, когда у него будет 30% армора, чтобы не просесть по Капе. Heal Drake as cheap as possible. Оптимизированный по цене, но качество осталось прежним. Но теперь это все дело нужно андокнуть и пойти грабить Гаррисон.
Собственно и все. Как вам? Напишите в комментарии под этим видео, а я обязательно прочту и отвечу на все вопросы. Ну и, соответственно, что ж, пойдемте докаться, лут вывозить в житу и ждать нового видео о том, на чем можно еще крафтить в ВХ.